Я об этом пожалею. Я уже об этом жалею. И тем не менее. CPM Rex 121, 67 единиц по Rockwell, третий сварн на результатах теста по резу каната. Привет сообществу! Сегодня у нас первая серия мини-сериала, так называемого мини-сериала «Путь к чемпионству». Тесты спокойно и методично набирают свою базу результатов. По факту сейчас золотым стандартом становится сталь М390. Золотым стандартом, скажем так, современных производительных ножей. И именно с нее у нас началось знакомство с качественным производственным циклом. По ней уже сейчас есть достаточно большая выборка, и первый результат М390, который показал сварн второй генерации, этот результат для многих был просто шоком. Разумеется, сразу возникла потребность убедиться в этом результате, понять, что это была не случайность, понять, что это закономерный результат. Череда последующих тестов, в том числе термоциклированная М390, в том числе УРС М390, закрепили этот результат и дали четко понять, качественный производственный цикл заставляет взглянуть на железки совершенно по-другому. И уже сейчас возникают вопросы совершенно иного толка. И один из этих вопросов, один из самых важных этих вопросов, это можно ли сделать подобный производственный цикл массовым и насколько массовым его можно сделать. Здесь, друзья, нужно сделать пометку, нужно сделать акцент. Я умышленно не называю это термообработкой, потому как, на мой взгляд, есть ошибочное понимание вопроса. Термообработка — это некий процесс в себе, некий нагрев в печке, некая самостоятельная процедура. Это не так. Термообработка — это часть большого производственного цикла. И то, каким образом производится раскрой листа на самом-самом начальном этапе, и то, каким образом идет последующая финишная шлифовка, все это в совокупности перевязано определенными нитями, связями и условностями. И, соответственно, более простая термообработка позволяет расширять ряд доступных механических способов обработки и так далее. Это завязанный производственный цикл. Нельзя одно отделить от другого. Это очень важно понимать. И именно поэтому вопрос возможной массовости подобного продукта — это очень интересный вопрос. Но надо также понимать, что этот вопрос далеко не единственный. Друзья, хочу напомнить, что все, собственно говоря, результаты тестирования, методика тестирования в видео и текстовом варианте, все видеопротоколы тестирования, все доступно по ссылкам в описании. Разумеется, вопрос применимости в массовой продукции вот этого сложного производственного цикла — это важный вопрос. Но есть куда более приземленный, мирской и, тем не менее, очень интересный вопрос. Вопрос чемпиона, вопрос кто сильнее, Sloan Kid, Böhler, Crucible. Началось все с результатов 110-ки. Тогдашний чемпион, тогдашние 8000 резов, если мне память не изменяет, повесили огромное количество вопросов, не ответив, по сути, ни одного. Потому что, да, преимущество над М390 было, но было непонятно, насколько действительно М390 ТЦО может ответить. И будущий тест М390 ТЦО дал понять, что да, 110-ка до сих пор чемпион, это до сих пор интересная, мощная железка, но это был почти фотофиниш. Помимо фотофиниша, между 110-кой и М390 ТЦО на весах лежали два конкретных момента. Кто агрессивней, кто острее. Причем само понятие «острее», оно, наверное, и неверное. Верным здесь, на мой взгляд, будет понимание процесса как такового. То есть, когда ты режешь, когда происходит, собственно, резательное движение, сколько усилий тебе надо прикладывать. Вопрос агрессивности реза, зубастости так называемой, он прямо связан с этим. И это объяснить как-то вот, перевести в словесную форму, не подкрепив цифрами, очень тяжело, но тем не менее приходится, потому что других вариантов нет. И вот тогда вышедшая 125-ка показала, что да, она серьезнее, чем 110-ка, она серьезнее, чем М390, и Crucible — это лидер. К нынешнему моменту, друзья мои, мы пришли с двумя достаточно четкими пониманиями. Первое. Crucible — это лидер на данный момент. И второе.
Качественный производственный цикл, он сильно все меняет. Он меняет вообще понимание, как это все работает, как это все режет. Как только ты начинаешь задавать вопрос, кто лидер, кто чемпион, сразу возникают интересные претенденты. И 125-ка, она лишь положила начало вот этой битве. На мой взгляд, эту битву можно назвать как битва при 98-м Каурексе. Сегодня перед нами первый участник этой битвы, это CPM-REX 121, 67 единиц по Rockwell. И на мой взгляд, Crucible пошел all-in. Круче что-то выкатить, круче, чем вот это, нереально. Конечно же, не ясно пока, какая мощь заложена в пятнашке, но тем не менее, по всем отзывам, потому что происходит по составу, по вот этим обрывочным данным становится понятно, что 121 REX это то, что может дать Crucible. А почему all-in? Потому что это, друзья мои, все-таки ржавеющая сталь. Сильно ржавеющая сталь, но об этом позже, и это сыграет. К слову говоря, иногда, к счастью, достаточно редко я сталкиваюсь с мнением, что вот результаты, на канате показывает перекаленная сталь. Друзья мои, смотрите, какая ситуация. Канат, он гораздо жестче, чем кажется. Я рекомендую еще раз, неоднократный раз, рекомендую порезать самостоятельно, дабы понять, насколько это злой и неприятный материал для работы. Он не простит, банально не простит отсутствие пластичности. На тестах уже были примеры, что бывает, когда есть некий недостаток пластичности. Скажу больше, эти примеры обязательно будут еще, от этого никуда не деться, и я смогу сакцентировать на этом внимание. Более того, в отдельном материале я постараюсь поговорить непосредственно про пластичность, и мы сможем с вами понять, и главным образом увидеть, как все это работает. Вернемся к нашей битве при 98-м Каурексе. Участники у нас следующие, друзья мои. Во-первых, М398 Бёле Руденхольм. Это абсолютный чемпион, гипер-ультра чемпион, мега-мега-мега-супер чемпион по названию. Посмотрите на этот состав, посмотрите на его сравнение с М390. Здесь подошло бы название М3900 или супер-пупер-дупер М390, но не М398 никак вообще. Во-вторых, Kauri X, Dydo Steel Group. Это, если очень кратко, это валерийская сталь из кожи хвоста альфа-дракона. Если не кратко, то на сайте Dydo Steel Group нет ни одного упоминания о Kauri X. Все упоминания о Kauri X так или иначе окольцовываются, закольцовываются, сводятся к статейке на портале Z-Knives. То, что на самом сайте Dydo Steel Group нет никаких упоминаний об этой стали, это ничего не значит. У нас еще будут на тесте стали, которые мир ножей вообще никогда не видел, и которых в интернете, мягко говоря, найти непросто. Но мы отвлеклись, возвращаясь к нашему вибраниуму, Kauri X. Кто-то пишет, что ZDP-189 это аналог Kauri X. Кто-то пишет наоборот, что Kauri X это аналог ZDP-189. Кто-то пишет, что ее сделали в сотрудничестве с Kitana. Кто-то, пишут очень многое. Очень многое. И главным образом, друзья, крайне серьезные люди, мнению которых можно верить, сказали, что эта сталь достойная, и эта сталь может быть будущим чемпионом, поэтому она в этой тройке. Вот вся наша таблица вместе, друзья мои. Я выкинул из таблички хром. Я понимаю, что так неправильно. Я понимаю, но так нагляднее. И вы видите, насколько Рекс просто... Это просто адское железо. Это просто чудовище. Это вот по составу, потому что, вы видите, это просто чудовищный зверь. Это дичайшее просто какое-то адовое творение. Как-то вот по-другому не воспринимается, глядя на состав. Исходя из состава, исходя из сложности теста, исходя из всего, что мы знаем на данный момент, уже можно сделать вывод, что это, скорее всего, последняя гастроль Crucible. Это последний удар на весь замах. Вот, друзья, перед вами результаты. У нас новый чемпион. 12,5 тысяч резов. Все знают мое отношение к быстрорежущим сталям. Все знают, что это не совсем то, что я сильно люблю, не совсем то, что сильно уважаю, не совсем то, что считаю правильным и нужным выбором. И Ультратек со 121 Рексом все это дело не слабо поломал. Понимаете, друзья, в чем дело? Здесь не просто
Здесь не просто результат чемпионский, здесь поведение чемпионское. То есть вот помните, я чуть выше говорил, что 110 и М390, они чуть по-разному себя ведут. И если это перевести в график, то 110 это вот так, а М390 это вот так. То есть как бы М390 типа чуть острее, но все-таки быстрее теряет, а 110 она чуть тупее, но держит дольше. Так вот здесь не так вообще. Здесь вот детишки уши заткните, я понял, как это сказать правильно. Вот рез всем, что было до вот этого, это как секс в презервативе, секс с резинкой. А рез вот этим, это как без. Это чудовищная агрессивность реза, чудовищная острота. Это просто зверская тварь, чудовищная гнида, невероятная. И вот здесь есть нюанс, веселый. Сразу проясним, если вы человек, который действительно ищет вот эту безальтернативную мощь, супертехнологичность во всех смыслах. Ультротек здесь сделал гальванику. Это покрытие твердым хромом, это покрытие, в отличие от DLC, бесспоровое. Это мы закрыли вопрос по поводу того, рекомендую я это или нет. С точки зрения поюза, это сложный выбор. Это выбор все-таки профессионалов, ищущих еще раз безальтернативной мощи. А с точки зрения в целом, это вот безальтернативная мощь. Вот она как есть. Так и в чем нюанс? Почему я сказал, что это почти удар на весь замах Crucible? Почему почти? Видите ли, это сложный нож. И он приехал ко мне на тест в конце зимы. Он приехал ко мне на тест еще будучи без покрытия. Ввиду того, что канат крайне абразивный материал, предполагалось, что нож приедет ко мне, будет проведено тестирование, после чего он вернется на фабрику, его приведут в предфинишное состояние для нанесения покрытия, после чего будет нанесено покрытие, после этого нож приедет ко мне и будет записан вот этот материал. Все именно так и произошло, как планировалось. И вот ввиду того, что это дорогая, редкая, сложная в производстве железка, были предприняты все необходимые действия, чтобы максимально ее защитить. В том числе защитить от коррозии. И мне было четко наказано в межтестовых интервалах хранить клинок банально в масле, то есть банально заливать его ВДшкой. И я могу людей понять, долгий и сложный процесс производства, дорогой процесс производства, и получить коррозийные повреждения, кому это надо. Но давайте, друзья, подумаем вместе, а что бывает, когда ты покрываешь клин маслом? Правильно. Сила трения снижается, правильно, проскальзывание увеличивается, правильно, масло повлияло на результат. Я это довольно быстро понял, в районе, наверное, 3-4 тысяч он прошел на масле, но дальше шел без него. Я старался за этим максимально жестко следить, но тем не менее, вот этот результат Рекса, при всей его чудовищной мощи и крутизне, это не весь результат, который может Рекс показать. Так что у Рекса есть, скажем так, второй шанс. Вот этого второго шанса, скорее всего, не будет ни у Каури, ни М398, по крайней мере, в рамках третьего сварна. Это очень интересный сериал, друзья. Чудовищно тяжелый, но очень интересный. Спасибо за просмотр. С новым чемпионом нас. Пока!